Всем привет! Вы на канале Гитарная лаборатория, и сегодня мы послушаем с вами гитару Korg G300. И теперь давайте поговорим о конструктивных особенностях инструмента. В целом это стандартный такой типичный суперстрат, хорошо сбалансированный, но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, профиль грифа. Он немножечко толще, чем, например, ибанезовский, и поэтому для любителей таких вот более круглых, что ли, грифов этот инструмент подойдет, на мой взгляд, лучше, чем тонкие ибанезовские, так что имейте это в виду. Кроме того, как уже было сказано ранее, здесь локовые колки у нас и тремоло, что образует вот такую, на мой взгляд, идеальную конфигурацию в плане вот использования тремоло. Это намного удобнее, чем Floyd Rose, на котором гораздо сложнее все вот это вот отстраивать, менять струны и так далее. Плюс здесь смазать, если порожек, то встроить инструмент будет идеально. И давайте пару слов о дереве. Корпус гитары сделан из липы, топ кленовый. Дальше у нас гриф из обожженного клена и накладка на гриф также из обожженного клена. Ну и 24 лада, думаю, всем все понятно. Ну и о фурнитуре и электронике. У нас тут два датчика Seymour Duncan, SH2N и TB4. Дальше пятипозиционник, громкость, тон. И колки локовые у нас тут еще. И тремоло на двух винтах. Также я хотел бы выделить особенность, которую заметил на уже многих гитарах Korg, которые у нас снимались. Это гайка кручения анкера, которая расположена вот здесь у основания грифа. Это намного удобнее, чем лезть вот к голове, снимать там крышки, залезать ключом. Вот этот вариант мне нравится намного больше. И еще одна деталь, на которую хотелось бы обратить внимание, это вариант крепления рычага. То есть рычаг у нас не ввинчивается, он просто вставляется и затягивается шестигранником снизу, что, соответственно, позволяет его отстроить максимально так, как вам удобно. Либо жестко зафиксировать, либо вот он, ну, тут уже разболтался, но можно сделать так, чтобы он плавно опускался достаточно. Что не всегда получается на других вариантах, вот, которые завинчиваются. В плане звука у нас гитара достаточно злая, с мощным выхлопом, но благодаря наличию пятипозиционного переключателя вы можете получить разные варианты звука от ритмовых партий, лидовых партий вот в этой позиции. И в положениях 2-4 это всякие вариации на тему синглов. То есть это, конечно, не полноценные синглы, но звучит очень близко и, кроме того, не шумит. Что в отличие от конфигурации, когда два сингла, ну, намного лучше, на мой взгляд, и функциональнее. Не надо всякими шумодавами пользоваться и прочими штуками, портящими звук.
Ну что ж, пишите в комментариях мысли по поводу этого черного как ночь инструмента. Ставьте лайки, обязательно нажмите на колокольчик и подпишитесь на канал. Всем пока. Вот она черная такая, мрачная. Давай. Показываю ее на коленке тоже, когда переворачиваешь, не наверху. Инструкция пришла. Инструкция, да. Тогда рычаг будет держать. Да, только перевернула на коленку. Гоша из центра Вот пришла. так, да. Из Владимирского Централа. Из... Да.